Этот остров настолько мал, что в весеннее половодье прячется под водами разлившейся Уссури. Сейчас его называют Джинбяо, что по-китайски значит «драгоценный». В марте 1969-го ему было суждено стать точкой, где завязались в тугой узел противоречия глобальной политики. С тех пор он известен всему миру под названием, которого больше нет. Остров Даманский. Воскресенье 2 марта 1969 года было для всего Дальневосточного военного округа рабочим днем. Шли плановые учения. Войска должны были отразить нападение условного агрессора на Советское Приморье. В маневрах принимали участие бойцы Дальнереченского погранотряда, охранявшего участок советско-китайской границы на реке Уссури в районе острова Даманский. Основные силы и боевая техника пограничников были переброшены на 50 километров от границы вглубь советской территории. На заставах осталось по 3 десятка человек. К полудню начальник отряда полковник Леонов уже собирался принимать благодарность командования за успешные действия своих подчиненных во время учений, когда по рации пришло срочное сообщение с границы. На острове Даманский, в районе заставы Нижняя Михайловка, идет бой с подразделениями китайской армии. В штабе округа сразу поняли, произошло то, чего здесь ожидали уже несколько лет. Были провокации все время. И в летнее время на Амуре и на Уссури китайцы, рыбаки заходили в наши воды к нашему берегу. А зимой, особенно на Уссури, что они делали? Они выходили на лед и выкрикивали антисоветские лозунги. А наши пограничники, не применяя огневых средств, вытесняли их со льда на свой берег. Действовал жесткий приказ из Москвы: на провокации не поддаваться, оружие не применять. До сих пор границу почти ежедневно нарушали группы бойцов китайских сельскохозяйственных отрядов и хунвейбины, активисты культурной революции. Они были готовы выступить против всех, кого тогдашняя китайская пропаганда провозглашала врагами идей Маркса, Ленина и Мао. Даже если в разряд врагов попадали обычные воробьи, которые снижали показатели урожая зерновых. 2 марта 1969 года, впервые за четверть века с начала Великой Отечественной, советская граница подверглась вооруженному нападению. С командующим Дальневосточным военным округом Олегом Лосиком немедленно связался председатель правительства Алексей Косыгин. Он вышел на связь со мной 2 марта. Что у вас там произошло? Я сказал, случилось вот то-то. Я предпринимаю такие-то меры. Командующий округом доложил Косыгину. 2 марта в 10:40 утра начальник заставы Нижняя Михайловка, старший лейтенант Иван Стрельников, получил сообщение дозорных о нарушении границы китайскими военнослужащими. Вместе с группой своих бойцов он как парламентер вышел навстречу нарушителям, чтобы заявить официальный протест. Увидев советского офицера, китайцы стали убегать.